Вот такие тарталетки на заварном яичном креме я сегодня сделал. Смотрите, как аппетитно это все выглядит. А если вы желаете узнать, как я сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня займемся выпечкой. А именно, я решил сделать одно очень популярное пирожное здесь в Англии, тарталетки на заварном яичном креме. Это обалденно вкусно, делается очень легко. И в то же время я решил с вами поделиться и показать, как я буду делать. Может, я вам идею подкину, делать то же самое, почему бы и нет. А чтобы времени не терять, пойдемте покажу, что и как я делаю. В то же время у меня же духовка нагревается до 180 градусов. Итак, здесь мне надо 5 желтков от больших куриных яиц. Вот так у меня куриные яйца маленькие, так что я добавил 6 желтков. 6 желтков. Мы добавляем сюда 75 грамм сахара и добавляем немножко ванилину, пару капелек. Миксером я взбивать не буду это все, потому что нам не нужны воздушные капли там. А сейчас мы таким образом венчиком хорошо все попытаемся сбить, чтобы все это растворилось. В то же время у меня уже здесь приготовлено горячее молоко, которое мы будем добавлять сюда очень постепенно, чтобы яйца у нас не сварились. Так. И теперь мы постепенно сюда вливаем наше горячее молоко. Я знаю, что здесь пенка на молоке, мы все равно все это добавим, потом через ситочку мы все это пройдем. Добавляем сюда 500 миллилитров горячее молоко. Так. Это мы все замешали как следует. Теперь я возьму нашу форму. И пользоваться я буду уже покупным тестом песочным. Так, на этом этапе я возьму нашу форму. И здесь мы сейчас тесто мы перенесем на стол. Аккуратненько. Так. А в то же время мы сделаем бумажные полоски, чтобы легче было нам потом тесто вытаскивать с форм. Так, если надо, еще порежем. Сейчас смотрим, сколько у нас полосок здесь получилось. Самое главное, чтобы полоски были размера, чтобы можно было вытащить пирожное потом с форм легче. Так. Так, примерно. Теперь каждую форму я сейчас пропрыскаю, у меня пекарное масло здесь. Так. И мы поставим наши бумажки сюда, вовнутрь. Вот таким образом. Так, будет легче вытаскиваться. Вот так. Теперь мы начнем нарезать тесто кружками вот таким образом. Сейчас нарежем, раскатаем и опять нарежем. Так. Очень хорошо.
Теперь мы берем наше тесто и ставим сюда в форму. Вот так, вовнутрь. У меня форма вообще большеватая, но сейчас мы... Вот так, по донышку найдутся. Вот такие получаются. И туда мы вольем нашу смесь нашего крема, то, что мы сделали. Так, и теперь я возьму наш крем и пропущу через ситочко, чтобы никаких комочков яиц там не было. Вот таким образом. Так. Так, ложечкой лучше все это делать. Так, теперь я возьму порошок миндаля и сверху пройдем, посыпем сверху. Конечно, если у вас свежий миндаль тертый, то будет намного вкуснее. Но... Вот так. И теперь все это мы отправляем в духовку 180 градусов 10 минут. И тогда температуру снизим на 160. И тогда еще 10 минут поддержим. А мы тогда займемся остальным тестом. И пойдет вот эти формочки такие. Так, сейчас я тоже формочки немножко опрыскаю. Вот таким образом я поправляю тесто в формочке. Получилось очень много жидкости для этого крема, но, значит, я в рецепте укажу, сколько вам надо. Это практически надо половину на то количество теста, что у меня было. Что вместо, в общем, 6 желтков пойдет, 250 мл молока и немножко ванилина, и в то же время грамм 35 сахара пойдет вам. Практически я жду, как там духовка освободится, тогда вот эти пойдут тоже в духовку. Я на одну форму поставлю, чтобы они красиво стояли. И пойдет тоже на 10 минут 180 градусов, потом 10 минут 160 градусов. Количество раствора наполовину на количество теста у меня. Количество теста у меня здесь было, сейчас скажу, сколько точно. 320 грамм. На 320 грамм теста надо половину этого раствора, то, что я сделал. Итак, первая партия у меня вышла, я уже вытаскиваю из бумаги, я просто хочу вам показать, как легко вытаскивается. За концы бумаги поднимаете, и они выходят. Смотрите, за концы бумаги поднимаете, и тарталетки выходят с формы. Это для тех, если вы не знали, что можно так бумагу ставить. И вот такие красивые тарталетки у меня получились. В то же время у меня первая партия вышла, а теперь вторая партия сейчас еще у меня в духовке. И как вторая партия выйдет, я вам покажу, что с второй партии как у меня получились. А так, смотрите, как аппетитно это выглядит. Вот такие тарталетки у меня все получились. Честно говоря, результатом я очень-очень доволен. Итак, сегодня с вами поделился еще одним рецептом. Очень популярных пирожных здесь в Англии.
экостатат или тарталетки на яичном креме, заварном креме. Это обалденно вкусно и в то же время делается очень легко тоже. Я, как видите, как я сделал 2 партии. Единственное, что немножко я переборщил количеством раствора для крема. Для того количества теста, 320 грамм теста покупного, что у меня было, надо было только половину того раствора, что я сделал, что вместо 500 мл молока добавьте 250 мл молока, вместо 6 яиц и вместо сахара 75 грамм добавьте 35 грамм сахара, и этого будет достаточно. А на этой аппетитной ноте с вами хотел прощаться, пожелать вам самого наилучшего, и надеюсь, я надеюсь, что я вам какую-то дал идею сегодня, и хотел бы с вами прощаться, пожелать вам самого наилучшего, берегите себя, берегите друг друга, всем крепкого здоровья, не болейте, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.